Всем привет! Вяленые томаты – великолепная закуска, но не все могут себе ее позволить. Поэтому сегодня хочу вам показать, как их легко можно приготовить, имея обычную духовку или сушилку для овощей или фруктов. Домашние вяленые томаты получаются ароматные и очень вкусные, и при этом намного дешевле магазинных, особенно в сезон помидоров. Итак, поехали! Томаты разрезаем пополам. Лучше всего подходит сорт сливка, так как они более плотные. Если томаты сильно большие, их можно разрезать на 4 части. Многие выбирают серединку, так сушка будет занимать меньше времени. Но я не буду с этим заморачиваться и буду сушить целиком. В таком варианте сушеные помидоры получаются вкуснее. А далее все просто. Выкладываем томаты на противень. Сверху хорошенько их солим, так как соль вытягивает влагу. Если томаты с кислинкой, их можно немного посыпать сахаром, тем самым сбалансировать вкус. В некоторых рецептах вы можете встретить, что сверху томаты смазывают растительным маслом. Но честно говоря, я не понимаю, зачем это делают, ведь масло задерживает влагу. При этом позже, когда мы будем закладывать томаты на хранение, мы зальем их маслом. Далее сушим томаты в духовке с приоткрытой дверцей при температуре от 60 до 100 градусов. В зависимости от температуры будет изменяться и время сушки. В целом на сушку у вас может уйти от 6 до 12 часов, в зависимости от того, насколько крупные у вас томаты были и насколько частей вы их порежете. Вот так выглядят томаты в высушенном виде. Ставь лайк, если также любишь вяленые томаты. Теперь складываем наши томаты на хранение. Для этого перекладываем их в высушенные банки. Сначала выкладываем крупно нарезанный чеснок. Далее немножко сушеного базилика. Хлопья чили и слой сушеных томатов. И так повторяем до полного заполнения банки. Из 2,5 кг помидор у нас выходят вот такие 2 баночки на 400 грамм. Заливаем все растительным маслом, чтобы оно полностью покрывало томаты. В идеале, конечно, использовать оливковое масло, но сегодня у нас более бюджетный вариант. Ну а теперь хорошо закрываем их крышкой и храним в холодильнике. И дайте сушеным томатам как минимум пару дней настояться. Такие томаты можно использовать как закуску для различных вариантов бутербродов, на пицце или в прочей выпечке. Ну а когда мы используем вяленые томаты, смотрите в нашем следующем видео. Всем приятного аппетита!